Алиса, стоп. Вечер добрый. Надеюсь, меня слышно и видно. Мы по традиции каждую пятницу в 6 часов вечера по Москве собираемся для того, чтобы вы смогли задавать вопросы, а я мог на них отвечать. Я программист, немного менеджер, немного даже инвестор когда-то был. Могу вам ответить и по технике, наверное, и в вопросах управления вашими командами или вашими начальниками. Ну, я думаю, вы в курсе, о чем мы здесь говорим. Давайте перейдем к вопросам. Вопрос первый. Спрашивает Александр. Получилось ли собрать выступление для разбора слайдов? Несколько месяцев назад, может быть, несколько недель назад, я в телеграм-канале выложил предложение прислать мне свои слайды и свои выступления для того, чтобы я мог их покритиковать и отметить недостатки, которые в них есть, и ошибки, которые мы все совершаем, и вы, и я, во время выступлений. Вы действительно прислали слайды, прислали доклады. Я собрал порядка, по-моему, до 20 всего докладов, но пока не собрался с духом, чтобы сделать полноценный разбор. Такая немного рискованная тема, немножко на такой тонкий лед я наступил, потому что нужно постараться никого не обидеть с одной стороны, а с другой стороны, какую-то пользу принести, сказать что-то, что было бы полезно. Я вот пока не на 100% уверен, что у меня это получится, исходя из тех докладов, которые прислали. Среди них много хороших докладов, поэтому я немного пока робею, но обязательно это сделаю. Дальше. Почему некоторых так раздражает, спрашивает Владислав, когда кто-то учит условный элит-код или основы компьютер-сайенс? Это реальная вера, что это бесполезно, или подсознательный способ обесценить то, чего сам не знаешь, или лень учить? Я думаю, что второе, да. Я думаю, что это лень учить и просто неспособность решать те задачи, которые там есть. Люди, не имея к этому навыков, умений, желания, они, конечно, вас обесценивают. Не обращайте на это внимания. Это полезное упражнение, и от этого только будет лучше. Хуже вы не сделаете. Не обращайте внимания на то, что вам говорят. Это исключительно их трусость во многом или желание спрятать свои недостатки под маской такого высокомерия, может быть, пренебрежения к вам. Дальше. Чем фи-исчисление отличается от сигма-исчисления Луки Кордели? Я не уверен, что у Луки Кордели исчисление называется сигмой. Мне кажется, оно у него называется... Там нет слова сигмы, если я не путаю. У него просто теория об объектах, которая была опубликована еще в 90-х годах. То есть ей больше 30 лет. Чем наше исчисление, которое мы создаем, отличается? Да, практически всем. Во-первых, мы не опираемся на лямбда-исчисления, а они опирались. Во-вторых, у нас исчисление куда более практичное, чем их. У них такая выхолощенная теория типа лямбда-исчисления. То есть в их исчислении нет даже цифр, там нет данных, там нет функций толком. То есть там все некая такая абстракция на абстракции, и для того, чтобы выразить просто число, цифру 42, нужно ее представить в виде такого длинной цепочки объектов, связанных друг с другом, и это все равно не будет число 42, это будет некая абстракция. Мы должны договориться, что это перед нами число 42, как в лямбда-исчислении. У них же нет цифр, у них есть просто условная договоренность, что если там такой цепочкой представить что-то, то будем считать, что это цифра 42. Я не очень понимаю ценность таких исчислений, их практическую пользу и что с ними дальше делать. Мы же хотим сделать исчисление, которое может быть, как алгебра, использовано для действительно манипуляции с объектами. Если бы вам предложили алгебру, в которой нет цифр, например. Есть только, даже операций нет. Есть просто некая аллегория, некая абстракция, называемая операция. И вот для того, чтобы вам сделать плюс, вам нужно сказать, что это операция над операцией, но без операции. А 42 это операция, и так 42 раза. Вы
пользовались бы такой алгеброй, наверное, вам было бы это все непонятно зачем. Может быть, над этим можно было бы надстроить что-то и сказать, что вот у нас на базе этого существует что-то следующего уровня. Но вот мы и есть этот следующий уровень. Мы решили создать более практичное решение, которое может сразу попасть в продакшн. На нем можно будет формулировать действительно объектно-ориентированные концепции, между ними производить операции модификации, оптимизации и получать от этого практическую пользу сразу же. Дальше спрашивают меня, что вы думаете об инди-хакинге, когда человек в одиночку разрабатывает и продает ПО, живет на доход со своих пэт-проектов. Я думаю, что это мечта любого программиста, моя в том числе. Я когда-то думал, что это возможно, и по-прежнему так думаю, но у меня не получилось жить на пэт-проекты. Хотя я иногда встречаю в Твиттере людей, которые пишут, что в своих профайлах, по крайней мере, что у них десятки тысяч долларов в месяц они получают с проектов, которые сделали, выложили, захостили, подключили Stripe, например, для оплаты. И проект живет, месяц за месяцем они получают деньги и продолжают просто кодить, не занимаясь ни менеджментом, ни офисом, ни маркетингом, ни бухгалтерией, ни наймом сотрудников. Просто кодят тот код, который им нравится. Это вообще идеальная формула жизни программиста. Пытайтесь к этому прийти. Не получится у большинства из вас, конечно же, но если вдруг что-то такое получится создать. Почему не получится? Потому что одно дело сделать код и выложить его в продакшн, и увидеть, как ваш сайт открывается и работает. А другое дело привести его к состоянию пригодного к промышленной эксплуатации. Так, чтобы он мог обрабатывать большое количество клиентов, он мог самостоятельно жить, он мог самостоятельно существовать. Для этого нужно будет много инфраструктурной работы. Это будет не только программирование самого функционала. Вы должны будете настроить автоматический деплоймент, автоматическую обработку ошибок, автоматический анализ логов, автоматическую архивацию, автоматические бэкапы. Много будет того, что не касается конкретно программирования. И объем этой работы будет превышать объем работы по кодингу. Вам нужны будут большое количество тестов, интеграционных в том числе. Вы должны будете автоматически делать релизы так, чтобы ваш продукт не падал. И вы должны это сделать так, чтобы объем автоматизации там был настолько велик, чтобы вы действительно могли оставить свой продукт в свободном полете и, например, уехать на неделю в отпуск. А это сделать крайне сложно. Ну, вот так. Ну и, конечно, нужно угадать с продуктом. Нужно сделать так, чтобы то, что вы сделали, было кому-то нужно и полезно. Это непросто. Много здесь случайностей, много здесь удачи, которая должна сопутствовать вам. Дальше. Жива ли еще идея распределенного или peer-to-peer гитхаба? Владислав спрашивает. Жива, безусловно. Я по-прежнему убежден, что это будущее программирования, будущее open source. Мы в итоге должны будем к этому прийти. Сейчас Microsoft, который управляет GitHub, ведет себя все хуже и хуже. Во-первых, становится дороже услуги GitHub. Если 5 лет назад я ничего не платил за GitHub, никогда и никому. Это был просто бесплатный сервис со своими CI, со своими... со всем, что там было. Это все было бесплатно. Сейчас я трачу, не знаю, долларов 50-60 в месяц с меня снимает GitHub, с моей карточки, за то, что там мои проекты находятся. Он берет с меня за CI, он берет с меня какой-то annual fee, он берет с меня, две статьи расходов. CI, который упирается в потолок у меня все чаще и чаще. Может быть, потому что больше CI workflow появилось, а может быть, они просто стали снимать больше денег. Ну и берут annual fee, monthly fee. Берут деньги. Это первая проблема, она становится, на мой взгляд, все острее и острее. Ну и второе, это, собственно, Microsoft, который контролирует исходный код, и все меньшему числу компаний это нравится. А компании все больше опираются на open source. Все больше фирм разрабатывают так, чтобы open-source библиотеки были частью их production pipeline.
И если в этом продакшн пайплайне стоит Microsoft, то, сами понимаете, не каждой компании это окей. Но начиная с крупных компаний, тот же Google, тот же OpenAI, тот же Twitter, тот же, они же должны задаваться вопросом, почему наш код находится в руках у Microsoft. Ну, там, может быть, в Америке это все одна банда, и они договорятся, но есть еще и другие страны. А переходить на китайский GitHub, типа GitCode, ну, это совсем не решение. Я пару дней назад попробовал на GitCode создать аккаунт, посмотреть проекты, но это что-то другое, это из другой вселенной. Это надо быть большим любителем китайской культуры, это во-первых. А во-вторых, очень толерантным к ошибкам графических дизайнеров. Там все так некрасиво, и все так некомфортно, и все так не продуманно, что отбивает охоту заниматься этим. И я думаю, что малые компании и не смогут создать альтернативу GitHub толком, потому что это требует большого числа пользователей, большого числа репортов об ошибках, которые должны приходить со стороны. И если нет такого потока, то вы никакого продукта не создадите. Так что peer-to-peer это решение. Представьте себе действительно, что у нас есть хост-машины, находящиеся по всему миру в разных странах, и каждая хост-машина держит свой GitHub. Держит его, условно говоря, полную копию за исключением данных. Все данные, конечно, мы не сможем на одной машине держать, но если мы будем их держать в копиях, дублирующих друг друга как-то перекрывающимся образом, и таких машин будет несколько тысяч по миру, то, в общем-то, это все будет возможно. Представьте, я, например, работаю со своими проектами. Мне не нужны проекты все, которые есть на GitHub. У меня свои 20 проектов, с которыми я активно работаю, 20 репозиториев. И мне нужно еще десяток open-source репозиториев. Я вполне могу ограничиться своим, даже не своим сервером, а сервером, который находится от меня недалеко, в моем же городе. А он пускай на фоне, в бэкграунд режиме синхронизирует данные с соседними серверами. И так они должны обмениваться друг между другом, типа битторрентов, типа блокчейна. Решение, мне кажется, очевидное. И таких решений было несколько. Это было реализовано лет 5-6 назад. Мы тоже попытались что-то такое предложить года 4 или 5 назад. Но для этого нужны ресурсы, и очень немалые. Тут даже не столько для программирования самого софта и инфраструктуры, сколько для поддержки, для запуска железа, для запуска серверов, для хост-машин, для их мейнтенанса, для хранения больших объемов данных. Это должна какая-то компания вписаться в эту историю. Мы в тот момент думали, что мы знаем, какая компания хочет вписаться, но потом компания передумала. Если сейчас у кого-то есть желание, но, похоже, такого желания нет. Вот мы на рынке в России имеем, не знаю, 3, может быть, или 2, или 3, или 4 копии GitHub. Вы сами знаете, кто их создает. Я не понимаю, зачем. Мне кажется, это тупиковая ветвь, неинтересная и выгодная только тем, кто внутри проектов находится и тратит деньги, выделяемые на эту разработку. Но перспектив я, честно говоря, не вижу этого и не понимаю, зачем такой небольшой стране, как Россия, в информационном пространстве небольшой, иметь свое или пытаться иметь свое решение типа GitHub. Это как вот локальная Википедия тоже. Сделали ее, вот она погибла там сколько, месяц или пару месяцев назад. То же самое. Какой смысл строить энциклопедию размером с одну страну? Это может быть выгодно только получателям грантов, только чиновникам. То же самое с GitHub. Если вы действительно хотите сделать GitHub, который решит проблему зависимости нас от международных компаний и зависимости наших данных от Microsoft, то это только распределенное решение. Почему не идут по этому пути? Не знаю. То ли не понимают, то ли не выгодно это, то ли не хотят на это брать деньги. Не знаю. Дальше. Так, если не программирование, то какое направление выбрать в IT? Что считаете перспективным и почему? Спрашивает Виталий. Наверное, Data Science, анализ данных, такой очевидный ответ. Я думаю, вы сами знаете этот ответ. Data Science.
анализ больших объемов данных. Для этого не обязательно быть программистом или хорошим программистом. Вы можете на Python в этих ноутбуках писать несложные запросы и анализировать данные, пытаться находить способы, новые способы анализа данных или применять существующие способы. Так, дальше. Интересен ли мне формат, спрашивает Александр, когда приходят питчить проекты не за деньгами, а за обратной связью? Думаю, любопытно было бы посмотреть, как это происходит, особенно в open source. Мне очень интересен такой формат. Я был на фестивале молодежи в Нижнем Новгороде буквально на прошлых выходных или на позапрошлых выходных. Или на прошлых. И там был такой формат. Я случайно попал, меня посадили в зал, нас было 3 экспертов типа. И перед нами выступали люди, которым как будто бы нужна поддержка. То ли гранты им нужны были, то ли государственная поддержка, то ли деньги. Они сами толком не понимали. И каждому из них, это были девчонки все, каждой из них давали по-моему, по 5 или по 7 минут, за которые они должны были рассказать нам, судьям, о своем проекте и как будто бы попросить денег. Было интересно, это всегда интересно, потому что ты в коротком формате, в очень быстром, сжатом виде можешь дать человеку то, чего ему не дадут книги, и то, на что он должен будет потратить лет 10 своей жизни, чтобы сообразить, чтобы прийти к тем знаниям, к которым ты уже пришел. Если бы таких форматов было побольше, я бы с удовольствием в них участвовал. Пускай это будут open source проекты, пускай это будут бизнес-проекты, в любых вариантах. Это очень полезно. Если у вас есть желание организовать что-то такое, такую площадку, то делайте, это было бы здорово. Дальше Виталий снова спрашивает, какой российский дистрибутив Linux считаете самым удачным и есть ли у них перспектива? Или это все распил бюджета и административный ресурс? Да, я думаю, это все распил бюджета и административный ресурс. Я, опять же, не представляю, как можно делать... Ну, вообще-то, что такое дистрибутив Linux? Ну, вы понимаете, мы берем Ubuntu, меняем логотип, меняем расположение 5 файлов, и вот вам дистрибутив Linux. То есть вы же понимаете, что они не пишут с нуля это все. Они не пишут управление пакетами с нуля. Ну, to my knowledge. Может быть, пишут, но я бы не делал этого на их месте. Я бы взял Ubuntu, я бы взял госденьги, взял бы Ubuntu, поменял логотипы, поменял лицензии, где-то что-то переместил с места на место, и вот вам готовый дистрибутив. Зачем что-то делать другое? Что там в Ubuntu не так или в CentOS, что нужно переписывать? Ну, весь мир писал, у всех работает на всех серверах, а вы вот, что вы там добавите или убавите? Ну, я не понимаю. Думаю, распил просто денег, да. Делают вид, что это независимый софт. Но они там, безусловно, делают какие-то проверки внутри Ubuntu, там ищут, значит, нет ли здесь закладок американских. Но там нет закладок. Но они делают вид, что ищут, я так понимаю. И говорят, мы не нашли закладки, дайте нам за это 100 миллионов рублей, и мы через год скажем снова, что мы не нашли закладки. Я бы так делал на их месте и думаю, что они именно так и делают. Если тебе платят деньги за бессмысленную работу, то делай бессмысленную работу. Если тебе просто приносят деньги и говорят, крась забор водой, то не надо предлагать в ответ, а я покрашу вам краской. Ну, ты понимаешь, что им не нужно, чтобы ты покрасил краской. Ну, значит, крась водой. Они не хотят, чтобы ты что-то умное делал, и ты не делай этого. То есть я вам много раз говорил, не пытаемся думать, что мы умнее начальства. Начальство, вот уровень компетенции начальства, вот мы под него и подстраиваемся. Если начальник дурак, а это в основном так, мы делаем то, что ему достаточно. Не пытаемся его образумить, научить и поднять его уровень. Дальше. Так, про переезд в Германию, про Лондон мне нечего сказать, это все одно и то же. Лондон, Германия, там везде примерно одно и то же. Дальше. Недавно OpenSSF и ряд организаций подписали открытое письмо о том, что инфраструктура open source не бесплатна. Как вы относитесь? Могут ли компании зарабатывать на open source? Да, я слышал про письмо это, и
Ну, я только не понял, чего они хотят этим письмом. Но мы знаем, что не бесплатно. Вот я плачу GitHub каждый месяц $60. Ну вот вам... Я не плачу, например, Maven Централу, да, но я плачу Docker Hub, там 100 с чем-то долларов в год. То есть все это было известно. О чем здесь, для чего эти всхлипывания. Может быть, желание, опять же, получить государственные гранты на это, а давайте мы построим Maven Central за госденьги. Может быть. Ну, я думаю, что open source должен поддерживаться корпорациями. Microsoft, Google, Huawei так или иначе должны использовать часть своих денег для поддержания open source. Ровно как и наука поддерживается деньгами корпораций. Возьмите любую крупную научную конференцию. Везде спонсоры, крупные компании типа Google, Microsoft и всех остальных. Они выделяют деньги для того, чтобы наука существовала, потому что им это выгодно. В итоге ученые возвращаются в компании и создают там прибавочный продукт. То же самое open source. Вкладываем, например, в хранилище JavaScript кода, в итоге какие-то модули оттуда будут использованы нами в разработке. Когда вы находитесь на вершине крупной корпорации, у вас в руках миллиардные бюджеты, то вы так или иначе будете что-то от них откусывать, отдавая на такие вот благотворительные цели. Ну, например, на open source, например, на публикацию книг, например, на организацию конференций. То есть на то, что никогда напрямую не вернется в виде прибыли. И это окей. Для вас это будет ничтожно мало, а для них это будет вполне себе приятно. Вы часто говорите, следующий вопрос, об объектных метриках оценки работы... Еще раз. Вы часто говорите об объективных метриках оценки работы программиста и оплате за результат. Как вы относитесь к тому, что философскую основу таких взглядов часто называют социал-дарвинизмом? Прекрасно отношусь. Социал-дарвинизм. Вы меня, видимо, хотите столкнуть в сторону, а не национал-социализм ли это, да, и не какой-нибудь там фашизм. Ну, пускай социал-дарвинизм. То есть в этом термине, видимо, заложена идея, что, мол, есть люди, которые способны работать, и мы их будем поощрять больше, а есть люди, которые не способны, и их, значит, будем выбрасывать за борт и исключать из социальной вертикали. Я не думаю, что это следует одно из другого. То есть, оплачивать, как сказать, платить за результат и платить только за результат, и ни за что другое не платить. Это не значит, что эта формула, если ее экстраполировать на все общество, коснется всех членов общества. Социал-дарвинизм, видимо, касается все-таки всего социума. Туда входят и дети малолетние, и пенсионеры, и инвалиды, и все люди, которые просто не способны работать. И, наверное, Дарвин или дарвинизм предполагает, что этих особей нужно просто уничтожать, да, и бросать их на произвол судьбы, пускай они влачат жалкое существование, а мы будем разделять ресурсы между теми, кто, значит, полноценный, взрослый, может трудиться. Нет, эта формула тоже мне не близка, потому что это быстро разрушит общество. Мы не сможем существовать без эмпатии, без жалости к слабому, без взаимовыручки, взаимопонимания. Ну, это будет такое, тупиковая ветка, тупиковая дорога для общества. Мы должны им помогать, но эти люди должны иметь достаточно денег. Мы просто не должны иметь людей, которые, не работая, но имея способность к работе, и при этом аккумулируют у себя в руках огромные ресурсы, даже не задумываясь о том, чтобы хоть какую-то работу выполнять. И я даже не говорю о капиталистах сейчас, а, допустим, о менеджерах, которые сидят у вас в офисах. Он сидит на огромной зарплате, которая в 10, иногда в 100, иногда в несколько тысяч раз превышает зарплату вас, кодеров. Но вы программируете ежедневно, а он сидит с утра до вечера, ничего не делая. Вот этих людей нужно под самую жесткую формулу социал-дарвинизма подводить. Их нужно действительно сокращать, убирать и каким-то образом бороться с этими позициями, чтобы этих людей там не было. Потому что это трутни, это такие, так сказать, паразиты на теле трудового организма. И их наличие
негативно сказывается на всех участниках трудового процесса. Все же видят это, что есть какие-то начальники, есть какие-то люди, которые некомпетентны, ленивы, и при этом высокооплачиваемы. Ну, какой может быть мотив у человека трудиться, если он видит в соседнем кабинете, видит наличие таких вот особей? Конечно, хочется их взять вот чисто по Дарвину, палкой, и выгнать из офиса. Так, дальше. Я хочу перейти из продуктовой роли в лиды системного анализа, быть частью дата-команды, а не только менеджмент, где растут за счет нетворкинга, как сейчас. Что думаете? Думаю, что это прекрасно. Из продуктовой роли в лиды системного анализа. Я только не понимаю, в чем разница между продуктовой ролью и системным анализом. Еще и слово лиды здесь появилось. Я немного запутался, кто здесь кто. Еще и какой-то термин DWH. Может быть, это Data Warehouse, я так предполагаю, но не уверен. Ладно, дальше вопрос. Как думаете, почему Apple дороже Google по капитализации? У Google явно больше продуктов, у них огромное количество сервисов, свои языки программирования, фреймворки, ИИ, Android это всего лишь... Android это 70% мобильных ОС. Вот вы всерьез полагаете, что капитализация компании, эти цифры, они имеют какой-то смысл? Что это все что-то означает? Вот вчера сказали, что Илон Маск теперь владелец 500 миллиардов долларов, или оценивается его состояние в 500 миллиардов долларов. Вы думаете, что если у вас 500 рублей в кармане, а у вашего соседа 1000 рублей, то между вами такое же соотношение, как между условно Илоном Маском и Ларри Эллисоном. Потому что у них тоже цифры на экране опубликованы. Если одну на другую поделить, получится здесь 1/2 и там 1/2. Значит, вот это тоже соотношение. Но это совершенно не так. То, что у вас 500 рублей, а у соседа 1000, это действительно 1 к 2. Но то, что на экране вам показывают как капитализацию Apple и капитализацию Google, это просто вам на экране показывают какие-то цифры, которые для вас должны иметь определенный смысл. Для вас, для трейдеров, для брокеров, для микроинвесторов малых, которые вкладывают свои 50-70 долларов в каждую акцию Apple. Для них это все имеет какой-то смысл и как-то определяет их будущую судьбу. Вложил в Apple, потом капитализация Apple понизилась, и значит Apple можно продавать или наоборот покупать. Но это да, вот в этих процессах это имеет смысл. Но задавать вопрос, почему Google стоит дороже, а Apple стоит дешевле, а потом из этих цифр перепрыгивать к их реальным продуктам, которые создают какие-то программисты, сидящие в каких-то офисах, и сравнивать продукты с цифрами на экране, это разные совершенно категории, они никак одна с другой не связаны. Никак капитализация Google не связана вообще ни с какими продуктами, которые он производит. Просто сделали так, что у Google есть вот такие ресурсы, которыми он может распоряжаться. Кто сделал? Те, кто организовал это все. Те, кто организовывает, в принципе, Apple, и Google и так далее. Не пытайтесь так дословно понимать то, что там написано. Это другие процессы. Дальше. У меня вопрос про визуализацию алгоритмов и архитектуры. Это уже вопрос. Вы, наверное, использовали UML-диаграммы и подобное. Да. Какие нотации для оценки внутреннего устройства проекта вы лично считаете удобными? Тут зависит от команды. И когда я был немного помладше, я думал, что UML – это способ формализации архитектуры. Я думал, что можно нарисовать архитектуру и ее закрепить. И этой архитектуры будут все придерживаться. Последние годы у меня мнение другое. Я думаю, что архитектура должна быть описана в readme файле. И если вы не можете описать свою архитектуру в readme файле, и может быть еще может быть в исходном коде, даже давайте уберем исходный код, только в readme файле, то значит у вас проект просто слишком большой. Разбейте его на части. Если вы начнете рисовать UML-диаграммы, начнете описывать архитектуру, начнете ее постулировать, рисовать на досках в офисе,
это не поможет. Вы все равно останетесь с архитектурой, которую мало кто понимает или не хочет понимать. Проект должен быть небольшого размера, так, чтобы, глядя на его readme файл из 5-6 страниц, можно было сообразить, что здесь происходит и зачем. Вот и все. То есть я против UML как языка для, как вы сказали, для оценки или для оценки внутреннего устройства проекта. Если вам нужен UML для оценки внутреннего устройства, уже проблема с проектом. В проекте в идеале должно быть несколько десятков файлов исходного кода. Ну, может быть, под 100 максимум. Включая все файлы, которые там есть. Ну, исходного кода. Там могут быть инфраструктурные файлы вокруг, но исходный код, в котором логика, их должно быть несколько десятков. Если это не так, разносите на субпроекты. Даже если это enterprise, даже если вы пишете закрытый код, даже если речь не про open source, не держите большие репозитории. Их не объяснить, никакой ИИ вам не поможет. Дальше Василий спрашивает, сталкивались ли вы с ситуацией, когда развитие в деле кто-то всегда тормозит? Или так события случаются, что для достижения дальше постоянно есть противодействие? Ну да, и надо к этому относиться так, как к некому благу. Если вас что-то тормозит, если вам что-то мешает, значит у вас есть движение. Значит вы делаете то, что кому-то мешает. Значит есть какая-то новизна в ваших действиях. Значит вы делаете не то, что уже все сделали вчера, а вы пытаетесь двинуться немного вперед. И, естественно, будет противодействие. Будут вам мешать коллеги, начальник, родители, семья, друзья. Все будут так или иначе вас в какой-то степени притормаживать, пытаться притормозить. Но это хорошо, значит вы на пути, значит вы в движении находитесь. А вот если все хорошо складывается, вот тут стоит задуматься, как же так? Я все, что предлагаю, все принимается. Все, что я делаю, все хорошо. Немного это странно. Значит, знаете, когда читал как-то книгу о том, как писать статьи научные, и там была формула, которую я запомнил. Говорилось о том, что если вы пишете статьи, и ваши статьи публикуют все, то время задуматься о том, а то ли вы пишете, и туда ли вы отсылаете статьи. То есть, если вы послали, вас приняли, значит, вы ниже своего потенциала находитесь. Значит, вы не пытаетесь пробить ваш потолок и подняться на следующий уровень. Вам должны отказывать, вы должны посылать в такие журналы, вы должны посылать на такие конференции сложные, чтобы у вас был определенный процент отказов. С вами должны спорить, вам должны показывать, что вы не правы, вы должны дорабатывать, посылать снова. Тогда идет развитие, тогда вы идете вверх. А если все, что вы не написали, все принимается, значит, вы пишете что-то очень очевидное, простое, что уже, вам уже пора перестать это писать, пишите что-то посложнее. Я это запомнил, и когда что-то плохо идет, когда сопротивление возникает, я себе об этом напоминаю и думаю, все хорошо. Конечно, никому неприятно встречать сопротивление, не думайте, что я чем-то от вас отличаюсь в этом вопросе. Дальше Александр спрашивает. Вы говорите, что нельзя спорить с начальством, а 2/3 из 15 лет карьеры я спорю. Это Александр говорит. Споры начинаются так. Расскажите, что вы на самом деле хотите в бизнесе, потому что техзадание выглядит крайне странно. Это не спор, это вы просто уточняете. Это даже не начальство ваше, это ваш заказчик, это человек, для которого вы делаете продукт. Начальство – это то, которое на вас наживается. Это ваши эксплуататоры. Это тот, который не знает, о чем будет продукт, он не понимает, какое там техническое задание, он просто сидит над вами и делит с вами вашу зарплату. Зарплата приходит вам, он от нее откусывает 10% и забирает себе. Не делая ничего. Не зная, как программировать. Не пытаясь разобраться в техническом задании. И таких, как вы, у него 10 человек. Он от каждого откусывает по 10-20%, набирает себе в 2 раза или в 3 раза больше зарплату, чем у вас. И сидит на вас. На вас, на всех 10. Приходит в офис, открывает ключом очень строго, собирает оперативки, смотрит на вас очень строго, голос повышает, наказывает, зарплату вам может установить пониже, повыше, уволить вас может. Но он не делает ничего, он не знает, как работать.
Это начальник. А тот, который вам говорит, какое должно быть техзадание и формулирует требования, это заказчик, это не начальник. Не путайте одно с другим. Так что с тем, кто заказывает, с ним, конечно, спорить нужно, потому что он с вами заодно, он как бы с вами на одном уровне находится, он такой же трудящийся, как и вы. Он пришел, чтобы у него заработало приложение для того, чтобы, например, вести учет кроликов, которых он разводит. А вы у него спрашиваете, так у тебя кролики или крольчихи? А он говорит, не знаю. А вы говорите, так определись, а потом приходи. А он говорит, я все равно не знаю, там посмотрим, может быть и крольчих заведем. А вы ему опять, так ты сейчас скажи, я же должен в базе данных таблицу нарисовать. То ли у меня кролики, то ли крольчата там тоже будут. А он говорит, не знаю, пока не знаю. И тут вы начинаете злиться. Но у вас конструктивно идет разговор, вы ищете истину, вы хотите, чтобы кролики были, выводились, и потом из них суп мы все ели. А начальник на вас смотрит сверху, на вас и на него, наблюдает, как вы обсуждаете это. И помалкивает, потому что он не понимает ни в кроликах, ни в Python. Так вот, с ним не надо спорить, потому что он тупой и агрессивный, более опасный, чем вы думаете. Ему только да, кивайте и все. Как только он с вами разговаривает, сразу вы должны на все соглашаться. Что бы он ни сказал, мы всегда соглашаемся, а потом, если нужно, саботируем. Вот вам формула успешной карьеры. Не спорим с начальством, но когда нужно, когда нам выгодно, мы просто их решения саботируем, то есть не выполняем. Но не признаемся в этом. Он сказал сделать к пятнице. Мы сказали, есть, к пятнице все будет сделано. Он пришел в пятницу, ничего не сделано. Он кричит. Мы говорим, сделаем к следующей пятнице. Были сложности, но мы виноваты, мы все учтем и так далее. А с этим, который с кроликами, так не получится. Ему нужно реально, чтобы вы что-то сделали. Так что там другая история. Дальше Александр спрашивает. Сделали фазинг, но он оказался слишком затратным для каждого pull-реквеста, поэтому гоняем лишь раз в месяц и перестаем учитывать этот показатель. Как вы с таким справляетесь? Ну, Александр, мы не используем фазинг так активно. Я для тех, кто не в курсе, скажу, что такое фазинг. Фазинг – это способ тестирования программного продукта путем случайного или полуслучайного подбора тестовых сценариев. Допустим, вы написали программу, которая рассчитывает, не знаю, траекторию движения теннисного шарика. И эта программа имеет тест. И в этом тесте есть некая вводная часть. Там точка старта шарика и скорость его там, вращения. Ну и все. И вы запустили, все работает. Но фазинг вам делает дополнительные тесты. Вы запускаете еще такую дополнительную там, фазинг-машину или какой-то инструмент, который начинает вашу программу запускать с самыми разными входными параметрами. И с шариком, и без шарика, и с такой скоростью, и с отрицательной скоростью, и с шариком, который весит иррациональное число. Все возможные варианты. И при этом фазинг пытается еще и так подобрать входящие параметры, чтобы в вашей программе было максимально тяжело. И как он это делает? Он перед этим читает вашу программу, смотрит на нее. Он внутрь программы вглядывается, изучает исходный код и понимает, вот если сейчас ему вместо шарика туда какой-нибудь кубик закинуть, который не круглую форму имеет, а квадратную, кубообразную, то, скорее всего, программа самоуничтожится. И вот Александр запустил такой фазинг и говорит, что он слишком затратный, он тяжелый на каждом pull-реквесте. Но, безусловно, это тяжелая процедура, поскольку она занимает время. Программа должна попробовать подобрать разные варианты, потом эти все варианты скормить вашей тестируемой программе и в конце убедиться в том, что ошибка найдена. То есть это такой умный тестер, такой автоматический умный тестировщик, который много десятков или сотен или тысяч раз попытается взломать ваш код. Александр, запускайте это не на каждом pull-реквесте, а просто на мастер-бранче регулярно, может быть раз в день, может быть раз в месяц. Вообще фазинг, он нужен на больших проектах только как инструмент ручной настройки или ручного анализа кода. Мы используем фазинг на малых проектах. Если в проекте у вас 5 Java классов, то в каждом pull-реквесте можно запускать фазинг. И я так и делаю на малых проектах. Но если в проекте у вас 150 Java классов, а это плохой проект, как было сказано выше, такой проект должен быть декомпозирован на малые проекты. Но если у вас 150 Java классов или у вас
10 тысяч Java классов, то никакой фазинг, конечно, в автомате уже запускать не получится, только вручную. Но решение, еще раз, это декомпозиция проекта на малые подпроекты. Так, дальше. Пишет Макар. Как тебе идея ИИ-робота, который помогает создавать документацию о проекте, анализируя кодовую базу и задавая вопросы разработчикам по гитлогу? Возможно. Это было бы, наверное, интересно. Но кажется, что задавая вопросы разработчикам, помогает создавать. А как он будет помогать создавать, задавая вопросы? Вот я как разработчик, как я буду взаимодействовать с этим роботом? Я его запустил, он мне задает вопрос, я не хочу на него отвечать, лень мне будет это делать. Если я уже не написал документацию, то я не буду отвечать на вопросы. Было бы здорово, если бы был робот, который может пройтись по кодовой базе, по всей, и найти дефекты в документации. Показать, что здесь JavaDoc устарел, здесь документация лишняя, здесь это часто бывает. Мы очень часто уходим кодом вперед, а документация остается позади. Какой-то такой инструмент был бы создан, я бы первый им бы пользовался, если бы это был еще и GitHub Action, который можно было бы настроить, и он бы сканировал, анализировал весь код. Но проблема в том, как анализировать большие блоки исходного кода. Пока нет такой вроде бы возможности. Я не знаю о таких решениях, которые бы могли бы за один проход съесть всю кодовую базу. Или пускай за несколько проходов, но в автоматическом режиме. Чтобы не нужно было мне нажимать дальше, а чтобы все произошло за один клик. Таких я решений не знаю, не видел. Так, про UML только что поговорили. Если вы в Иннополисе, можно ли позвать вас на прогулку и поговорить? Мне иногда пишут, да, так бывает, пишут в Телеграм и говорят, давайте встретимся и поговорим. Я обычно отказываю, но не потому, что у меня времени нет. Не потому, что я такой занятой и вот высокомерный, и не хочу выйти и познакомиться с человеком и поговорить. А потому что человек обычно не может сформулировать предмет разговора. И это меня отталкивает. Если человек мне напишет предметно, что он хочет обсудить, о чем мы будем говорить, я с удовольствием встречусь, кто бы мне ни писал. Особенно, если это молодые люди, особенно, если это студенты. Мы встретимся, поговорим. Я не в Иннополисе, конечно, я в Москве, но когда бываю в Иннополисе, можем встретиться. Только найдите предмет разговора. Не просто, а давайте встретимся, поговорим. Если вы симпатичная девушка, да, можете так написать. Но если вы такой же программист, как и я, о чем будет разговор? Вы придумайте сначала, сделайте какое-то домашнее задание, подготовьтесь и скажите, у меня есть идея, например, бизнеса. Я этот бизнес хочу так-то и так-то организовывать. Мне не хватает знаний или умений в такой-то области. Я хотел бы с вами полчаса поговорить, услышать ваше мнение о том, получится ли у меня такой проект. Без проблем. Встречусь, поговорю. А иногда мне пишут, я бизнесмен, у нас проект, мне нужно с вами, мы хотим с вами его делать. Я спрашиваю, как именно с вами? Не знаю, нужно встретиться, поговорить. Придумайте, что вы от меня хотите. Вы хотите инвестором, чтобы я стал? Вы хотите, чтобы я дал вам консультацию? Вы хотите... Нет, мы не знаем. Нам нужно обязательно созвониться или встретиться, и там решим. Это такой дешевый способ продать себя, бестолковый, который на меня не заходит. Я его не принимаю. То есть формулируйте тематику и будем общаться. Дальше. Говоря про open source, как считаете, оцениваете то, что компании используют, но не поддерживают деньгами open source? Мы про это поговорили. Они поддерживают, крупные компании поддерживают open source. Если малая контора, которая пиццу продает, то она и не будет поддерживать open source. Дальше Денис спрашивает. Влился в проект, это история Дениса, 100 человек, работают уже 2 года. Система учета сети магазинов. Качество кода и решений низкое. Запуск по плану через год. Но по мне без шансов. Как выделяют деньги на такие проекты? Как выделяют деньги? Уже говорили про это. Не пытайтесь поставить под сомнение не то что компетенцию, не пытайтесь подставить под сомнение здравый смысл вашего начальства. А особенно тех, у кого деньги. Особенно тех, кто выделяет деньги. Они знают, зачем они это делают. Даже если он это делает, чтобы выпендриться перед своей любовницей.
Это его законный, как сказать, это его законное желание. Вот он такой, да, он хочет нанять 100 кодеров, чтобы эти 100 обезьянок сидели в офисе, получали деньги, ходили там в своих кодерских одеждах, разговаривали на кодерском языке, делали вид, что они еще и ИИ используют. А он будет своей любовнице показывать фотографии офиса и говорить, вот у меня 100 человек программистов. И она ему за это, сами понимаете, что она ему за это. Все. А вы спрашиваете, почему этот проект, кто ему дал деньги, как же так, без шансов? Ну, конечно, без шансов. Ну, так вы просто обезьянка на сцене, вы там прыгаете, ходите, кодируете, делаете вид, монитор открываете, компьютер. Ну, да, вы делаете все, что нужно, без шансов. Ну, каких шансов? А никто и не хотел, чтобы это получилось. Никто этот магазин и не собирался открывать. Например, я не знаю вашу историю конкретно, что там, но не считайте, что тот, кто дал вам несколько миллионов долларов, а это примерно так стоит, чтобы 100 человек работало 2 года, это там под десяток, ну, может быть, под 5 миллионов долларов. Тот, у кого есть 5 миллионов долларов, он не дурак, он не просто так их выделил. Может быть, он экспериментирует, может быть, он проверяет, а получится ли. А может быть, у него есть покупатель на этот магазин, работающий или не работающий, неважно. Может быть, он пытается потом в результате этот бизнес кому-то встроить в какой-то более крупный бизнес. Может быть, он просто выращивает кодеров, которые в перспективе начнут делать что-то другое в этой же командой. Просто используйте эту ситуацию под себя. Вы видите, что нет шансов у этого магазина. Ну и занимайтесь своими делами за эту зарплату, которую вам платят. Делайте какие-то субпродукты, вспомогательные репозитории. Пока сидите там, в этом обезьяннике. И все. Но не задавайте вопрос, как же так, там наверху никто не понимает. А как вот сейчас всякие Илоны Маски инвестируют миллиарды долларов в то, что может никогда и пользы-то не принести? Ну, есть у них возможность, делают. Дальше спрашивают, какие у меня девайсы от Apple и не от Apple. У меня все от Apple. И я на Android попытался когда-то что-то купить андроидовское, и нет, даже не получилось. Дальше. Тимлид хочет, чтобы фронтенд разрабы прислали ему письмо, какими технологиями они владеют, не дав четкого ответа, для чего это нужно. Непонятно, как можно понять хоть что-то о разработках таким образом, о разрабах таким образом. Прислали ему письмо, какими технологиями они владеют. Ну, вы спросите у тимлида, зачем он это делает. И вы поймете, что он это делает не потому, что у него там в голове каша, а скорее всего есть какая-то логика у этого. Скорее всего, он пытается что-то разобраться, понять, может быть, выбрать кого-то, кого уволить, может быть, кого-то нанять. Ну, то есть мы пытаемся, видите, вы часто задаете вопросы в формате, как может быть таким дураком мой тимлид, как может быть начальство такое глупое, как же так, почему так, почему такая несправедливость? Вы пытаетесь найти некую справедливость в окружающей среде. Ну, ее, во-первых, сами понимаете, мало справедливости, и никто ее не обещал, никто не предполагал, что мир будет справедлив. Это раз. А во-вторых, если вместо того, чтобы ссориться с начальством, даже у себя в голове, пытайтесь стать на его сторону. Пытайтесь стать, не то что на его сторону, пытайтесь понять его позицию, понять, зачем он это делает. В большинстве своем начальство действует, потому что ему тоже так сказало начальство. То есть редко будет ситуация такая, в которой начальник – это верхушка пирамиды. Это случаи, которые, скорее всего, мы даже на этом подкасте не разбираем. У всех у вас есть начальник, над которым еще начальник, а над ним еще начальник. А над ним может быть банк, который выдал кредит. Или какие-то инвесторы, которые дали ему денег. Или, я не знаю, родители, которые дали ему денег. Что-то дальше еще стоит. Вы находитесь в середине вертикали, в середине пирамиды. И там над ним, над вашим начальством, такое же давление он испытывает, а то и больше, какое испытываете вы от него. Просто поймите его, что он там делает. И либо саботируйте, то есть тихо, мягко уходите от давления, увиливайте, петляйте. Делайте так, чтобы вас не придавило. Либо пытайтесь уже разобраться, почему он на вас давит. Это, наверное, более конструктивная позиция, еще лучшая, чем саботаж. Это понять, почему кто там сверху ему сказал, что нужно собрать информацию о фронтенд-девелоперах.
Кто его поставил в такую позицию, что он стал вот этой ерундой заниматься? И вы поймете, для чего он это делает, и успокоитесь. Поймете, что он такой же, как вы. У вас к нему негативные эмоции исчезнут. Так, что думаете насчет будущего программирования? Куда все идет? И где перспективы? Я думаю, что все идет. Вот как Роберт Мартин недавно на Твиттере написал, я что-то Твиттер в последнее время читаю, написал, что, мол, скоро схлопнется весь пузырь, и мы опять вернемся к обычному программированию, у нас будет опять software engineering, весь AI будет отодвинут в сторону или превратиться просто в инструмент, так как у нас есть компиляторы, у нас есть IDE, у нас есть текстовые редакторы, у нас есть оптимизаторы кода, у нас есть анализаторы, оптимизаторы, что угодно. Все это наши инструменты. И я с ним согласен, с его позицией, что нет повода для какого-то мандража и какой-то паники. Дальше. Будучи начинающим, является ли хороший pet project визитной карточкой в резюме? Сегодня, опять же, на Твиттере было сообщение, которое я репостнул. Сообщение следующее. Лучше, чем резюме и чем ваши LinkedIn профайлы, это ваши pet проекты. Я полностью с этим согласен. Это куда качественнее выглядит, чем любые красивые резюме. Сделайте 1-2 работающих, полноценных, полнофункциональных pet-проектов, какие бы они ни были. Сделайте сайт знакомств для программистов. Вот сайт знакомства для программистов. Я такого не встречал, я буду вашим первым клиентом. Сделайте этот сайт, и на нем ему посвятите полгода своей жизни. Настройте там все. CI, CD, деплойменты, статические анализы, юнит-тесты. Сделайте все качественно и open source. И вы с этим pet-проектом откроете любые двери. Даже при том, что это сайт знакомств. Вы покажете, смотрите, я вот сделал такой продукт. Посмотрите на его исходный код. У него есть клиенты, у него есть база данных. На нем там каждый день проходят сотни каких-то там транзакций. Люди пишут друг другу, общаются. Все работает, все лайв, все стабильно. Я даже сервер под это снял. Плачу за него $10 в месяц. Это лучшая визитная карточка для вас, как для программиста. Ко мне приходят, сейчас поменьше, но... В лучшие времена несколько штук, а то и несколько иногда под десяток резюме в неделю. Людей, ищущих работу. И в 1% случаев люди могут показать свой pet project полноценно работающий. В 1% случаев. И если они это могут сделать, я за этого человека хватаюсь и пытаюсь его взять на работу. Потому что я понимаю, что это человек, который умеет делать что-то. Он умеет доводить дело до конца, он умеет реально гарантировать работоспособность продукта. Он не начальству кивать умеет, он не на митингах сидеть умеет, он не кодить умеет, а он умеет сделать рабочий продукт, полностью функционирующий под свою ответственность. Он умеет брать ответственность за это, потому что там люди на этом сайте знакомств, они пишут, и они хотят, чтобы сообщение дошло, и чтобы оно дошло туда, куда он его отсылал, а не попало случайно к другому получателю. То есть пользователь, этот девелопер, он прошел через достаточное количество стресса перед тем, как этот сайт его знакомств в итоге получил какую-то жизнь. Это вам, как начинающим программистам, особенно полезно. Может быть, это если вы уже старый IT-скуф, которому за 40, то, может быть, вам уже будет лень делать сайт знакомств, заниматься этим полгода, инвестировать в свое время. Но если вы, как вы пишете, начинающий программист, вот вам проект. Потратьте на него полгода, год. Только на него. Сфокусируйтесь на нем. Ходите на работу, где вы там работаете, или на учебу, учитесь. Но параллельно, по вечерам, по выходным делайте один конкретный проект. И мой вам совет, делайте его open source, чтобы он был открыт, чтобы можно было посмотреть, как вы его сделали. Да, конечно, базу данных вы не будете в открытый доступ выкладывать, она у вас будет закрыта, но все остальное должно быть open source. И как вы хостите, и как вы его деплоите, и как он проходит все тесты, и как вы его контролируете его качество. Это будет, говорю вам, это 1% людей может этим похвастаться. Вот из всех, кто здесь меня сейчас слушает, нас сейчас 170 человек. Я уверен, что 2-3 человека могут показать свой полноценно работающий, существующий на рынке live pet project. Остальные сидят и кодят просто. Вот день прошел, пятница прошла, что ты сегодня делал? Начальство что сказало, то я и делал. Какие-то там
Код какой-то писал, какие-то тесты, да, что-то мы делали для кого-то. Его и не показать никак, потому что это все какой-то коллективный продукт. Вы делали какую-то банковскую систему, которую до вас делали 3 года или 5 или 10 лет, и после вас будут. Вы ко мне приходите, я работал в банке. Ну, что ты там делал? Что конкретно ты там делал? Ну, что-то делал. Начинает на пальцах рассказывать, что он делал. Верить ему? Как я ему буду верить? Мало ли, что он расскажет. Код поднести не может, у него там все под NDA. Понимаете? Так, дальше вопрос. После прохождения пути от джуна до сеньора, говорят, дальше есть 2 пути. Либо тим, либо техлид. Я работаю в большой компании, тимлид не мое. А тех места заняты. Ребята по 8 лет сидят. Как быть? Ну, сидеть 8 лет? Как еще быть? Высиживать, да, эти места? Ничего вам не посоветую. Так все и происходит. Старшее поколение уходит на пенсию, новое его сменяет. Ну, сидите, высиживайте. Вы должны проходить путь не от джуна к сеньору, а от джуна к владельцу своих решений. А вы пытаетесь пройти путь, ну, такой классический карьерный путь. Джун, шмун, там дальше сеньор. Ну, тогда что, откуда вопрос-то? Что на этот вопрос можно ответить? Ну, вы хотите идти по традиционной лестнице? По традиционной лестнице сидите попой на стуле 8 лет. В итоге вы что-то высидите. Все, может быть. Ну, скорее всего. А может быть и нет. Но если вы хотите действительно рывок в карьере, вы должны стать владельцем технологии. Вы должны создать то, чего никто не создавал. А не высиживать в банке 5 рабочих дней по 8 часов каждый день. Это не карьера, это просто вы меняете свое время на еду. Обычное рабство, просто хорошо оплачиваемое. Дальше. Что думаете о будущем кибербезопасности? Насколько перспективное направление? Не кажется ли вам, что человек, который начинает свой путь в КБ, это кибербезопасность, в 2025 году это как начать программировать в 2015 году? Да нет, все перспективно. Особенно с приходом искусственного интеллекта кибербезопасность будет раскрываться и раскрываться. Идите в нее. Да любое направление можно начинать сейчас. Даже если это, не знаю, изготовление пряников и чего угодно. Делайте любой бизнес, он всегда имеет перспективы. Людям все это нужно. Не пытайтесь себе сказать, убедить себя в том, что что-то заканчивается, что сейчас не время. Это только наши фантазии. Это все не так. Я не могу вам как-то доказательно аргументировать свою позицию. Ну, просто на уровне ощущений и глядя на историческую, на некую историю моей собственной жизни, могу сказать, что и 20 лет назад казалось, что все уже закончилось, и 30 лет назад казалось, что все технологии уже закончились, и нет смысла этим заниматься, потому что это уже все исследовано, и все уже здесь работает. И 40 лет назад было то же самое. Дальше. Так, это технический вопрос. Опять, что можно посоветовать для быстрого входа в IT? Грустно от количества вакансий. Я только что вам рассказал. Вы должны входить в IT с продуктом, а не с резюме. Если вы в руках имеете резюме с красивыми словами, то вы становитесь в очередь, таких же, как вы. Эти очереди очень длинные, и в них все одинаковые. Вы ничем не отличаетесь от соседа, который стоит в этой очереди уже. Вы к нему, за ним становитесь и ждете. Но когда у вас в руках продукт, то вы идете в начало очереди. Вы без очереди проходите. Ну, лень вам, потому что. Вот мне пишут люди очень часто, в Telegram мне пишут: я послушал стрим, меня так заинтересовало, я бы хотел сделать собственный open source проект. Пишут в неделю 1-2 человека. Я им всем говорю: с удовольствием, вот вам список тем, берите любую. Возвращается 1 из 30 с чем-то, что он сделал. Остальные, куда они все идут? Возвращаются опять в очередь свою, становятся. Лень людям. Просто лень. Вот я в этом году решил студентов набирать, как обычно, на курсовые и дипломные проекты. И я теперь студентам говорю на входе: для того, чтобы со мной делать курсовой или дипломный проект, нужно на старте для проверки сделать 3 pull-реквеста в нашей репозитории. В те, которые я ему показываю, их много у нас на разных языках программирования. Сделай 3 pull-реквеста, чтобы мы увидели, как ты умеешь кодить и умеешь проходить
систему контроля качества так, чтобы мы в итоге приняли твой код в твоих pull-реквестах. Ни один пока студент ко мне еще не вернулся. Они говорят, да, я понял, мы пошли делать pull-реквесты. В прошлом году студенты тоже ко мне приходили и говорили, я, готов с вами делать дипломы и так далее. Я с ними общался, разговаривал, но такого теста не делал на входе. И у меня набралось 20 студентов в прошлом году. Толку от них было крайне мало. В этом году я сделал наоборот. И вот это я о чем говорю? Это я иллюстрирую вам, что большинство людей просто ленивые. И когда вы спрашиваете, что мне делать, чтобы попасть войти в нее, я просто понимаю, что вы, возможно, скорее всего, представитель именно этой очереди ленивых людей, которые хотят ничего не делать или делать мало, по минимуму, и получать хоть что-то. Но для такого человека нет у меня совета. Не знаю, как делать, становитесь в очередь. И стойте там. Когда-нибудь вам что-то перепадет, какую-то еду вам вынесут в миске, и вы ее съедите. Но если вы хотите жить по-другому, чтобы вам не выносили еду, а чтобы вы брали со стола, то становитесь в начало очереди, идите без очереди. Дальше. Существуют ли компании, которые ценят в разработчиках больше хардскиллы, а не софтскиллы? Как их найти, чтобы был фокус на разработке, а не на созвонах и тимбилдингах? Существует компания Huawei. Вот я в ней работаю, и я считаю, что это ее сильная сторона. Я совершенно без лукавства, я не пытаюсь рекламировать Huawei. У компании Huawei много недостатков, разных других, про них можно отдельно говорить. Но одно однозначное достоинство. Она сфокусирована, компания вся целиком, политика компании, упор делается на технические качества человека. Не на его... Тоже, конечно, в компании есть менеджеры, те самые менеджеры, которых мы не любим, те самые бездельники, это все существует. Но политический курс компании, такой внутренний, он именно на то, что если человек технически работает и создает своими хардскиллами, создает продукт, то он идет без очереди. И весь менеджмент, который вот окружает, к нему, он будет на втором месте, а этот человек будет на первом. Подумайте об этом. Я уверен в том, что я говорю. Я уже 6 лет работаю в Huawei. И это однозначно сильная сторона компании. Так, дальше. Павел спрашивает, как относитесь к психологам? Ходите ли вы к ним? Знаете, я нормально отношусь к психологам. Я даже и ходил к психологам, и бывает, что и сейчас иногда общаюсь с психологами. Я не вижу в этом... как, допустим, поговорить с умным человеком. Вот как вы относитесь к тому, чтобы поговорить с человеком? Нормально отношусь. Если человек с головой, и если ему есть что сказать, я готов с ним поговорить. Некоторые люди берут деньги за это, как психологи. Они говорят, давай ты мне заплатишь, а я с тобой поговорю только про тебя. Вот если вы придете ко мне, допустим, напишите мне, давайте встретимся, хотим поговорить. Вы придете, вы будете говорить про себя, может быть, немножко про меня. Но не получится так, что мы с вами целый час будем обсуждать меня. Мои проблемы, мою личную жизнь, мои трудности, мои неуверенности, мои страхи. Вы не будете целый час этим со мной заниматься. Вам это наскучит, и вы второй раз не придете со мной общаться. Вы скажете, немного странный парень, мы с ним встретились, и он целый час мне рассказывал. Хотя есть такие люди, ты с ним встречаешься, и он тебе час трет о своих семейных проблемах. Ты второй раз не идешь на встречу с ним, потому что ты понимаешь, что у него с головой не в порядок, и с ним неинтересно общаться. А психолог, он заранее тебе говорит, я готов слушать только про тебя, про все твои боли, печали, страхи. За это нужно заплатить, само собой. Так что если накопилось много чего о себе есть сказать, то вполне можно заплатить человеку и пойти поговорить. Он что-то вам ответит такое, что вам может помочь. Я не против психологов. Так, вот мне тут пишут, зарплаты в 10 раз больше. Кажется, что нет таких зарплат у менеджеров. Вы плохо знаете менеджеров. Вы знаете, сколько получает CEO, например, того же Apple? А сколько получает программист в Apple? Вот сравните. Пойдите в Google и вбейте, допустим, зарплата того же Ларри Эллисона, который был SEO Oracle. Это вопиющие случаи, это редкие случаи, но вы поймете порядок цен. Это десятки, а иногда сотни миллионов долларов в год.
Это верхушка, это там Тим Кук, например. Но под Тим Куком же находятся еще люди. Они же, думаете, что они внезапно получают в 100 раз меньше, чем Тим Кук? Они же все по вертикали потихоньку снижают зарплату меньше от Тима Кука, который получает несколько десятков миллионов в год, а то и, может быть, к сотне ближе. Те дальше получают там десятки, потом ниже получают единицы миллионов, потом ниже. И в конце конкретный программист получает сколько в Apple? 150 там, тысяч долларов в год, например. А верхний товарищ 150 миллионов, то есть в 1000 раз больше. Я вам сказал, в 10 раз больше, а они в 1000 раз больше получают. Один Тим Кук, один человек получает денег, как целая лаборатория, которая занимает квартал. За что? Зачем мы отдаем так много ресурсов одному пожилому Тиму Куку? Какой в этом смысл? При том, что он ничего же не сочиняет, не изобретает, он просто сидит на стуле и фотографии свои публикует в этих социальных сетях. Так, дальше. У нас немного времени осталось. Вот нам пишет Макс. Мне все время сложно сесть и учить что-то. Как мне быть? Как быть? Идти на завод? Либо я просто неспособный, Максим спрашивает. Ну, то, что вы неспособный, то, что у вас есть мысль, что вы неспособный, это замечательно. Потому что, скорее всего, да, вы неспособный, так же, как и я. Я тоже к очень многому неспособный. Когда вы начинаете понимать, что вы неспособный, замечательно. В этот момент и начинается движение вперед. И таки, да, вы неспособны. Не ищите от меня чего-то противоположного. Я не буду говорить вам сейчас. Нет, вы способны, Максим. Или как вас зовут? Макс. Вы очень способны. Вы не наговаривайте на себя. У вас все получится. Нет, у вас ничего не получится. Многое не получится. Не скажу ничего, но многое не получится. И вы таки, да, не способны во многих вещах. Но в чем-то вы можете найти, в чем вы способны. Или вы можете воспитать в себе способность. К дисциплине, к усидчивости, к чему-то еще. Проидентифицируйте в себе слабые стороны и на них обратите внимание и пытайтесь себя заставлять. Не будет у вас само по себе счастья и благополучия. Не будет. Это не для этого рождаются люди на Земле, чтобы у них было сразу счастье или благополучие. Большинство людей. Есть, конечно, меньшинство, которое рождается сразу в счастье и благополучии. Но вы, видимо, не принадлежите к этому числу, и я тоже вместе с вами. Мы рождаемся в ситуации, из которой нужно выбираться. Ну вот и выбирайтесь. Так. Дальше еще вопрос. Философский вопрос спрашивают меня. Давайте выберем один вопрос. Тут мне пишут, что российская Википедия не погибла. Закрылся ресурс большой российской энциклопедии. Окей. РУ-Вики живая до сих пор. Ну, давайте подождем, как долго будет она живая, это РУ-Вики. Как быть джуну в команде, где более старшие коллеги не помогают, даже наоборот, вставляют палки в колеса и создают агрессивную атмосферу? Стоит ли менять команду? Думаю, да, стоит. Если это коллеги, не начальство, а коллеги, то да, вполне. Очень много людей, которые плохие люди. Очень много токсичных людей, очень много людей завистливых, очень много людей жадных, алчных, злых. Они есть, они нас окружают. И если вы их увидели и понимаете, что вы имеете дело с этими людьми, то просто уходите. Если есть возможность поменять команду, то уходите. Вы будете терять время в плохой команде. Опять же, если речь идет не о начальнике, потому что начальники, они все плохие, не пытайтесь их даже переделать, это окей. Если ваш начальник злой, агрессивный, токсичный, это норма, это начальник. Но если коллеги, сидящие рядом с вами, горизонтально с вами, как сказать, взаимодействующие, то просто до свидания и все. Токсичные люди могут испортить вам жизнь на несколько месяцев, а то и лет в рабочем пространстве. И хорошо, если HR умеет бороться с такими токсиками, если HR умеет их изолировать, убирать, наказывать как-то, глушить их поведение.
Но большинство HR-менеджеров не умеет это делать и не хочет это делать, потому что это означает конфликт с токсичными людьми. А с ними конфликт всегда болезненный, всегда опасный и может пострадать в итоге HR в том числе. Это люди, которые как-то я вам рассказывал, что есть люди, которые получают удовольствие, доставляя дискомфорт другим людям на каком-то биологическом уровне. Им просто нравится hurt other people. Им нравится доставлять дискомфорт. Вам плохо, ему в этот момент хорошо. И это не ситуативно. Это не в рамках одной конфликтной ситуации, когда вы в очереди стоите, и человек без очереди лезет, потому что у него какая-то там причина есть для этого, ему нужно без очереди купить банку сметаны. И вы с ним вступаете в конфликт, у вас какой-то файт словесный, и вам кажется, что он негодяй и злодей. Это вполне может быть не так. У него просто такая ситуация, на его месте вы могли оказаться. Точно так же вам нужно взять без очереди. Но есть люди, которые будут делать это не под ситуацию, а просто ему нравится, когда плохо. Вот вы с ним приходите в ресторан, например, с таким человеком, хотите определить, такой это человек или нет. Вот он, например, будет у официантки мучить официантку, требовать от нее там, поменять блюдо, поменять тарелку, поменять... И вы будете даже не всегда понимать, зачем он это делает. Хотя, в общем-то, объективных таких веских причин для этого нет. Ну, принесла тебе официантка там на 5 минут позже это блюдо. Ну, не трогай ты ее. Зачем она тебе? Что ты хочешь добиться? Она не поменяет уже ситуацию. Она уже опоздала. Она уже принесла тебе холодный там борщ или там менее горячий, чем ты ожидал. Ну, хочешь ты, чтобы она его подогрела? Ну, скажи вежливо. Вы не могли бы его подогреть? Немножко прохладный. А вот это вот токсик, он устроит скандал. Он скажет: холодный борщ. Почему так долго не несли? Я видел, вы там разговаривали с подружкой, стояли, а я здесь должен был ждать. Этот конфликт, этот скандал, он не дает ему ничего. Борщ от этого не нагреется. Но ему нравится, что официантка в этот момент испытывает дискомфорт. Вот понаблюдайте за людьми, которые вас окружают. А есть человек, который, наоборот, попытается сгладить ситуацию. Ну и черт с ней, с этим борщом. Ну зачем ее ставить, вот эту девчонку, ставить в неудобное положение? Ну даже если она там, да, она ленивая, она там не принесла это блюдо вовремя. Ну тебе-то самому в этот момент устраивать такой скандал неинтересно, невыгодно, неприятно. Это если ты человек нормальный. Но если ты токсичная сволочь, то тебе это нравится, тебе это по кайфу, ты хочешь это сделать. И если такие люди вас окружают в офисе, наблюдайте, находите их. Если вы видите, что они есть, и если их еще много, то уходите. Вы не победите с ними в войне. Вы ему ничего не докажете. Он будет радоваться, что вы ему пытаетесь что-то доказать. Он будет доволен тем, что вы с ним конфликтуете. Для него это пища, для него это среда обитания. Если нет конфликта, он его ищет. Если нет кому наступить на ногу, он будет искать вашу ногу и наступит на нее в итоге. Вы будете кричать, и он радуется. Класс. Он наконец-то нашел вашу мозоль. Наконец-то он сделал вам плохо. Потом он уходит домой, и он спокоен. Ложится спать, просыпается, и с утра опять. Это что-то на биологическом уровне. Какая-то такая, устройство мозга, я думаю. Я так по опыту сужу после работы с сотнями разных людей. Это легко проявляется, берите человека и, например, сходите с ним в кафе, в ресторан и посмотрите, как он общается с такими зависящими от него людей. Или еще один маркер. Попробуйте взять в долг у человека, небольшую сумму, попросите у него 1000 рублей, одолжите у него. И посмотрите, как он будет действовать, когда вы ему не отдадите ее. Вот возьмите, скажите: я завтра тебе отдам 1000 рублей. Он тебе даст, это несложно, любой вам даст. И не отдавайте завтра. Потерпите 1 день, 2 дня. И посмотрите, если он придет за этими деньгами, вот вы имеете дело с плохим человеком. То есть он пришел, понимая, что нет задачи эту 1000 рублей получить. Ему она не принципиальна, он не обеднеет от нее. Но даже если вы ему вообще не отдадите, то хороший человек, он забудет об этом. Пока вы сами не вспомните, не скажете: ой, я же тебя месяц назад брал 1000 рублей, извини, вот тебе 1000, еще шоколадка. И хороший человек скажет: да, я уже и забыл об этом. Все. А вот токсичная сволочь, она придет к вам на следующий день или через пару дней и скажет: где мои 1000 рублей? Проверяйте так ваших коллег и будете понимать, с кем вы имеете дело. Все, на этой торжественной философской ноте
А вот тут Макс Михаил спрашивает, как стать из токсика нормальным. Не знаю. Я не знаю, как можно из токсика стать нормальным. Думаю, что это невозможно. Я думаю, что это что-то такое глубокое, что-то глубокое, что в детстве закладывается. Где-то какая-то была там травма, боль, где-то наступили ему на мозоль. Я не знаю, я не психолог. Как это рождается, не понимаю. Но проверить можно вот так, очень просто. Посмотрите, как ведет себя с официантками, и попросите у него в долг, и посмотрите, как он среагирует, когда вы не отдадите ему долг. Вот и все. Ну вот человек пишет, я всегда напоминаю. Вот это нехорошо, не нужно напоминать. Если не хотите потом напоминать, бегать, не давайте в долг. Но если вы уже дали, ну, это уже отдельный вопрос, как вы себя должны вести. Но как ведут себя другие, вы увидите по этой ситуации.